Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о растении, цветы которого часто путают с цветами других растений. Речь пойдет о лотосе. Ой, какие красивые лотосы! Слышим мы иногда и видим водяную лилию. А все дело в том, что лотосы, несмотря на то, что про них все знают, мало кто видел. В России увидеть дикорастущие лотосовые плантации можно на Таманском полуострове, в Астраханской области, на Дальнем Востоке и все. В отличие от водяных лилий, у лотосов крупные цветы до 30 см в диаметре. Стебель у лотосов высокий, возвышающийся над водой. Растение лотос, Нолемба нусифера, одно из тех растений, где каждая его часть съедобна. Корни являются деликатесом у многих народов Азии. Корневища едят в сыром, вареном, жареном виде, маринуют на зиму. Из них также получают муку. Из корней варят суп, получают крахмал и масло. Цветок используется как в качестве пикантной начинки после сушки, так и для приготовления отличного чая. Едят даже тычинки. Семена едят как сырыми, так и жареными. Они также являются основным ингредиентом многих карри из Южной Азии. Листья, а иногда и стебель тоже готовят на пару, со специями или травами, и едят наподобие спаржи. Лотос орехоносный, самый почитаемый цветок в странах Азии и Востока. Древние египтяне, греки и римляне считали его священным. Согласно мифу, растение появилось от неразделенной любви водяной нимфы к Гераклу. Существует несколько видов лотоса: желтый американский, нильский белый, красный восточный, орехоносный, розовый лотос. Самым дорогим является лотос, также известный как двойной лотос, состоящий из двух цветков, распустившихся на одном стебле. Когда цветок распускается, он теряет лепестки и затем развивается в чашечку лотоса. Таким образом, получается два чашелистика на одной ветке. Этот вид лотоса встречается очень редко, поэтому мелкие торговцы в странах Азии продают его по высокой цене. Он стоит от 150 тысяч до 300 тысяч вьетнамских донгов за ветку. На наши деньги от 500 до 1000 рублей. Многолетнее травянистое земноводное растение является уроженцем стран Азии с тропическим климатом: Индия, Япония, Китай. Лотос, как правило, растет в условиях жаркого тропического климата, в слабопроточных водоемах, в заболоченных местах, озерах и речках с медленным течением. Интересно, что в засушливые годы лотос, наряду с другими земноводными растениями, нередко оказывается на суше, но продолжает нормально расти и развиваться. Цветы имеют светлый цвет в зависимости от вида – белый, желтый, розовый и так далее. Семена лотоса, костянки, размером не больше сливовых, а круглой формы, очень вкусные, напоминают орех. Это растение символизирует прошлое, настоящее и будущее, поскольку имеет бутоны, цветы и семена одновременно. Оно относится к редким реликтовым видам, и существует мнение, что если бы человек не начал его искусственно культивировать, то оно не сохранилось бы до сих пор. В некоторых странах этот цветок считается священным. Когда-то люди могли лишь наблюдать за удивительными свойствами лотоса и объяснять их божественным вмешательством. И как древним людям не удивляться тому, что растение всегда остается чистым или может закрывать цветок на ночь? Сейчас некоторые свойства лотоса изучены, но ученые продолжают работать и надеются на сенсационные открытия. Лотос относится к виду водных многолетних травянистых растений, черешки которых вырастают до высоты 150 см, а корневища в длину распространяются на 3 метра. Лотосы появились на Земле очень давно, примерно в третичном периоде. Это промежуток времени от вымирания динозавров до последнего ледникового периода. У лотоса сильно разрастается цветоложе, и каждый плодик оказывается в отдельной секции. Эта коробочка остается на поверхности воды. И, конечно же, лотос может расти только там, где длительное лето и очень обильное солнечное освещение. На территории России растение встречается в районе Каспия.
Местные жители называют лотос чолпанской розой по названию Чолпанского залива. Именно здесь растение чаще всего встречается. Растет он на мелководьях с хорошо прогреваемой водой, а в годы обмельчания реки выживает и на суше. Интересный факт: один бутон от рождения до увядания живет всего 3 дня. В прикаспийском климате эти цветы никогда не вымерзают, даже в холодные зимы. Лотос, растущий в дельте Волги, немного отличается от типичного лотоса. У каспийского лотоса середина цветка желтовато-беловатая, и лишь края лепестков окрашены в розовый цвет, в то время как у типичного орехоносного лотоса лепестки полностью розовые. На Дальнем Востоке России растет еще одна разновидность лотоса, которая получила название лотос Комарова. Этот лотос растет здесь как реликтовый вид, то есть он сохранился с тех времен, когда климат в этом районе был более теплым. Лотос Комарова является самым холодолюбивым. Ни один из его родственников на планете не произрастает так близко к зоне вечной мерзлоты. Лотос Комарова внесен в Красные книги России и Приморского края. В странах Юго-Восточной Азии лотос издавна использовали как овощ. Дело в том, что корневище этого растения богато крахмалом и в вареном виде по вкусу напоминает сельдерей или брюкву. У корневищ лотоса удивительная форма. Для приготовления блюд их обычно нарезают ломтиками, а красоту им на срезах придает аэренхима. Это воздухоносная ткань растения. Благодаря ей лотос может жить в воде. Стебель у растения короткий и находится в грунте, а черешки, которые часто принимают за стебель, имеют длину до 2 метров и обычно покрыты небольшими шипами. У лотоса развивается 3 вида листьев – надводные, плавающие и подводные. Лотос обладает рядом особенностей, которые раньше люди замечали, но не могли объяснить. У листьев лотоса есть одно удивительное свойство. Они всегда остаются чистыми. Вода скатывается с листьев, унося с собой и пыль, и водоросли. Дело в том, что поверхность листьев покрыта плотным восковым налетом, который вырабатывается в железах растения. Капельки воды просто не могут зацепиться за лист и скатываются с него. Утром на поверхности листьев можно увидеть росу, которая собирается в центре. Эффект лотоса был открыт немецким ботаником Вильгельмом Барлотом в 1990-х годах, хотя о свойствах листьев лотоса известно давно. Прежде считалось, что только гладкая поверхность может быть абсолютно чистой, но оказалось, что мелкие шероховатости также обеспечивают чистоту. Этот принцип лег в основу создания некоторых лакокрасочных покрытий. У лотоса есть еще одно свойство, привлекающее внимание людей. Цветок постоянно обращен к солнцу, как будто следует за ним. По-научному это явление называется гелиотропизмом. Американская исследовательница Джейн Шенмиллер прорастила орех лотоса и этим вызвала настоящую сенсацию. Казалось бы, что здесь удивительного, ведь посадка – это процесс, в общем-то, простой, но все дело в орехе. Джейн взяла плод лотоса, который пролежал на дне высохшего водоема 1288 лет, и при этом он не потерял своей всхожести. Ученым удалось выделить фермент, устраняющий повреждения, которые накапливаются в клеточных белковых структурах. Этот фермент был активен в древнем семени так же, как и в недавно созревшем. Теперь ученые изучают механизмы, препятствующие старению семян лотоса, и надеются, что удастся генетически передать это свойство человеку. После того, как лепестки лотоса опадут, в середине бутона созревает коробочка с семенами. После этого она начинает опускаться к воде, а потом лопается, и в воду выбрасываются семена лотоса размером с лесной орех. Они обычно опускаются на илистое дно и могут произрасти почти сразу или храниться долго. Плод лотоса – орехоподобное семя, продолговатой яйцевидной формы. С виду они напоминают темные маслины размером с лесной орех в крепкой кожуре. Прочность семени имеет значение для долгого хранения. Понять, к какому виду растений относится лотос, помогает его семя, так как у зародыша растут 2 боковые семядоли. Отсюда и название – двудольные. Сегодня выращивание лотоса становится прибыльным бизнесом. Так, на севере Вьетнама фермеры занимаются сбором семян лотоса на обширных лотосовых болотах. В коммуне Чуэнгуай около 20 семей выращивают лотосы, каждая из которых владеет примерно 4-5 гектарами. Кажется, что лотосы – это беззащитные и нежные цветы. Но на поверку они оказываются коварными и вредными растениями, потому что под прекрасными бутонами прячутся стебли с мелкими шипами. Едва тронешь стебель, шипы обламываются и надолго застревают в коже, вызывая зуд.
Вытащить же их все почти невозможно. Поэтому, чтобы собрать семена лотоса, фермеры в высоких резиновых сапогах и перчатках продираются сквозь липкую грязь и через густо посаженные лотосы. Период с мая по июль по лунному календарю считается основным временем сбора семян лотоса. В этот период фермеры встают рано. В 5 часов утра они направляются к лотосовым болотам, чтобы собрать стручки семян лотоса. Семена собирают, когда цветы достигают полной зрелости с правильно созревшими семенными головками. Семена, собранные на этом этапе после сушки, называются семенами с коричневой кожурой. Семена выскакивают из стручков лотоса сами по себе, как только стручки полностью высохнут. По этой причине в южных регионах США их называют летающими семенами. Обычно в процессе сбора урожая от сбора семян лотоса до очистки его кожуры и удаления зародыша семени участвует вся семья фермера. Иногда семена собирают с зеленых семенных головок, когда они почти полностью созрели. Эти семена коммерчески известны как белые семена в их высушенном виде. Затем стручки лотоса перевозят домой и отделяют их друг от друга, чтобы они сохраняли свежесть. Местные жители могут зарабатывать сотни миллионов донгов каждый сезон на продаже семян лотоса, что в 5-7 раз больше, чем на продаже риса. Поэтому в последние годы все чаще площади, отводимые ранее под посадки риса, используются для выращивания лотоса. Это вызвано как экономической целесообразностью, так и климатическими возможностями региона. Конечно, есть и свои трудности, об этом не надо забывать. Если мало дождей, в созревших плодах может оказаться много пустых семян, соответственно, снизится и прибыль, меньше будет посадочного материала на следующий год. Тем не менее, каждый сезон одна семья фермера может собирать до 100 килограммов семян лотоса. Обычно фермеры пользуются специальными ножами для освобождения семян от верхней оболочки чашелистика. Оптовые покупатели, как правило, приезжают на поля, чтобы забрать свежесобранные семена лотоса и отвезти их на рынки. Известно, что из 1 килограмма свежих семян лотоса после окончательной очистки и удаления зеленого ростка из середины семени, которое имеет особое значение в медицине, остается на продажу около 500 граммов чистых семян. Порошок из зеленого ростка, добываемого из середины семени лотоса, традиционно используется в восточной народной медицине. Это отличное мягкое успокоительное средство, излечивающее бессонницу. Применяется для восстановления организма от солнечного или теплового удара. Семена лотоса – изысканный ингредиент вьетнамской кухни. Его можно использовать для приготовления различных каш и других блюд. Семена, по вкусу напоминающие бобы, подают в качестве десерта, а также добавляют в популярные сладкие супы. Помимо приятного вкуса, семена лотоса помогают снизить уровень холестерина в крови и лечат некоторые заболевания, в том числе ожирение печени. Фермеры понимают, что семена лотоса и лотос в целом – это питательная и здоровая пища, поэтому они никогда не используют пестициды или порошкообразные стимуляторы, чтобы потребители могли наслаждаться самым безопасным и вкусным продуктом. Помимо сбора семян, фермеры также собирают корневища лотоса. Это очень утомительная, изнурительная работа. Фермер выбирает крепкий стебель лотоса и отрывает его корневища руками, одетыми в перчатки. В илистой почве от стебля лотоса отходит от 5 до 7 корневищ. Появившиеся из-под земли, они выглядят уродливо, но если их хорошо помыть в воде, то обнаруживается привлекательное светлое серовато-красное тело, пронизанное концентрическими отверстиями. Такие сочные корневища могут употребляться в сыром виде. Их также можно тушить со свининой или выжимать сок. Корневища добавляют в салаты и кладут в наваристые свиные супы. Маринованные корни можно использовать в качестве хрустящего соленья к картофельному пюре. За 5-6 корней фермеры выручают до $2 США. Лотосы во Вьетнаме – это практически безотходное производство. Хозяева прудов получают прибыль не только от семян, но и от продажи цветов.
Желтые тычинки и лепестки используются для приготовления ароматного чая, который, как считается, обладает широким спектром полезных свойств. Листья тоже используются как лекарственное средство, и кроме того, в них оборачивают зеленый рис. Еще одним свойством обладает лотос, о котором мало кто знает. Оказывается, из него можно производить ткань с использованием тонких волокон стебля лотоса. Шелк лотоса – одна из самых редких тканей в мире. Это натуральное волокно, производимое в небольших количествах в Камбодже, Мьянме и совсем недавно во Вьетнаме. Его могут добыть лишь несколько квалифицированных мастеров по всему миру. Сделать этот шелк непросто. Извлечение достаточного количества шелка лотоса для одного шарфа может занять 2 месяца, а конечный продукт может стоить в 10 раз дороже, чем обычный шелк. Для производства маленького шейного платка требуется около 4000 стеблей лотоса. Для большого шарфа уже около 40 тысяч стеблей, а на изготовление полного комплекта монашеской одежды уходит до 220 тысяч стеблей и 10 дней непрерывной работы. Ткань из лотоса получается по текстуре похожей на шелк, очень мягкая, легкая, дышащая и по своей природе практически непромокаемая. Она охлаждает в жаркую погоду и согревает в холодную. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!